Привет, мои дорогие подписчики и мои будущие подписчики. Те, кто еще до сих пор не подписался, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик. А мы сегодня готовим ленивые роллы. Условно ленивые. И, естественно, тоже поговорим об одном очень прекрасном американском режиссере и актере. И сразу вам первая подсказка. Отец этого режиссера, нашего героя, был якудза. Но чтобы скрыться от властей и для прикрытия, он занимался малярством. А мы переходим к нашим ленивым роллам. Возьмите 2 стакана рисовой муки, чайную ложку соли, 3/4 стакана воды. Понемножечку добавляйте рисовой муки в тесто. Надо вымесить до такого состояния, чтобы она не прилипала к рукам. Готовое тесто поставьте отдыхать, а мы с вами сейчас займемся самым сложным процессом в этом блюде. Он был как актер, замечательный актер, выступал в комическом амплуа и, естественно, достиг в этом очень высоких вершин в Японии. То есть это просто комик номер 1 в Японии. Налейте полстакана соевого соуса в маленькую кастрюльку. Туда же налейте полстакана белого вина, которого найдете дома. Поставьте нашу кастрюльку на огонь. Если вы любите поострее, добавьте туда 1/4 ложки васаби. Когда наш соус начнет закипать, добавьте туда же полстакана сахара. И с этого момента постоянно его помешивайте до тех пор, пока объем соуса не уменьшится на 1/3. Мы, конечно, не знаем его как актера, но зато мы все прекрасно его знаем как режиссера. И самое смешное в этом деле, что он достиг высот на международной арене как режиссер и при этом ни разу не учился на режиссера. Наш соус выкипел и загустел. Сейчас он остынет, станет еще гуще. Мы его пока перельем в другую бутылочку. И пусть он там себе лежит. А мы переходим к дальше. Нарежем соломкой огурчик. И нарежем соломкой нашу рыбу. Аккуратно раскатайте наш кусочек нашего рисового теста. Желательно, чем тоньше у вас получится, тем лучше. Отрезаем наш краешек для красоты. Ложим наш огурчик. Кладем нашу рыбку. Делаем первый подворот. Осторожно, тесто очень хрупкое. Добавляем наши крабовые палочки. Делаем еще подворот и окончательный заворот. Теперь наши краешки, вот эти надо как конвертик сложить вовнутрь, вот такой вот залепить, как бы, чтобы весь смак оставался внутри. Полученный ролл отправляем немедленно во фритюр горячий. Это подсказка номер 4. И еще он был очень великолепным телеведущим. Он популяризировал и фанател от математики. За это он получил премию от Японского национального математического общества. Дайте роллу остудиться. Теперь его можно порезать на порционные кусочки или подать целиком в том виде, который он есть. Сбрызните это нашим соусом. И несите на стол дорогим гостям. Вот наши ленивые роллы готовы. А для тех, кто не догадался, я говорю, что сегодня мы говорили о Китано Такеши, великом японском режиссере и актере. Все, на этом все. Приятного аппетита, всем спасибо, всем пока.